этом ролике универсальный рецепт приготовления растительного молока из любых орехов. Покажу два способа, традиционный и супер быстрый. Также расскажу о тонкостях и нюансах. Это самое информативное видео про ореховое и растительное молоко, так что просто продолжайте смотреть. Привет, дорогие друзья, меня зовут Галина Артеменко. Сейчас ореховое молоко и разнообразные виды злакового молока очень популярны. Каждый переходит на него или просто его употребляет по своим каким-то причинам. Кому-то нравится вкус, кому-то это необходимо сделать по требованиям для здоровья. Но в целом за последние годы ассортимент орехового молока и растительного молока в магазинах очень сильно расширился. Если несколько лет назад это было там соевое, кокосовое, еще какой-то там один, миндальное, наверное, что-то такое, то сейчас можно встретить молоко из самых разных злаков и орехов. Но ассортимент магазинного молока все же может быть не таким широким, как то, что мы можем сделать дома самостоятельно. При этом мы априори сделаем это более качественно, более натурально. Обратите внимание на составы орехового молока в магазине, и вы увидите, что очень большой разброс цен, а также очень большой разброс того, что входит в состав. Это может быть совсем небольшая такая долюсечка ореховой муки или ореховой пасты, затем идет ароматизаторы, загустители и прочее вот это вот всякая лабудень. Соответственно, дома мы делаем все максимально натурально, максимально вкусно и максимально качественно. К тому же, если вы все-таки живете в не очень большом городе, то удобнее делать ореховое молоко самостоятельно, потому что в таком городе, как у меня, хотя супермаркетов хватает и там есть разнообразные позиции, все-таки ассортимент там очень скудный. И выбрать что-то такое, вот, что мне нравится, например, молоко кешью или еще что-то, то у меня такой возможности просто-таки нет. И вот приготовление дома решает эту проблему. В ролике я специально буду готовить молоко двумя способами. Один – это традиционный способ с замачиванием орехов, затем с измельчением их в блендере. Важная часть программы такого приготовления – это то, что у вас должен быть стационарный блендер, потому что погружным, конечно, такое молоко приготовить очень проблематично. Второй способ – это ускоренный метод приготовления, и это молоко будет готово молниеносно быстро. И приготовить им можно при помощи самого обычного погружного блендера, который практически у всех есть на кухне. Ну, не практически, мне кажется, погружной блендер как раз таки есть сегодня на кухне у каждого, в отличие от стационарного. Если для традиционного способа приготовления орехового молока потребуется больше времени, оно, конечно, не активное, пассивное, но нужно просто заранее орехи замочить для того, чтобы потом можно было сделать из них молоко. А вот по ускоренному методу ореховое молоко мы приготовим всего лишь за 5 минут. Как мы это сделаем, дальше об этом я и расскажу. Первый способ приготовления традиционный, с него я и начну. Для него потребуется 100 граммов любых орехов, которые нужно замочить, залив большим количеством чистой воды. Я беру кешью и замачиваю на 4-5 часов. Кешью и размокают быстрее, и молоко из этих орехов получается нейтральное по вкусу, очень нежное, кремовое и по ощущениям очень похоже на коровье. Про свои эксперименты с другими видами орехов, злаков и семян я детально написала на своем сайте, ссылку я оставила в описании. Орехи размокли, стали более мягкими и увеличились. В размоченном виде они легко измельчатся, и молоко из них будет насыщенным. Они отработают максимально. Сливаю воду, в которой орехи замачивались. Природно в животном молоке содержится молочный сахар, лактаза. Именно поэтому это молоко не могут употреблять те, у кого непереносимость этого сахара. Но в растительном молоке для того, чтобы добиться вот этих вот органолептических показателей, чтобы оно было приближенное по вкусу к животному привычному молоку, производители обычно добавляют какие-то заменители, сахар, мед, сиропы и разнообразные там добавки типа стевия и все такое прочее. Но так как лактаза по своей природе не очень сладкий сахар, то есть если сравнивать его с сахарозой, с традиционным, то нельзя заменить лоб в лоб, то есть да, 1 чайную ложку лактазы, грубо говоря, на 1 чайную ложку сахара. Сахар намного слаще. Для этого я пересчитала количество лактазы к определенным видам сахаров, к сахару, к меду, к фруктозе, к другим разным заменителям. Об этом я детальнее тоже, чтобы не растягивать хронометраж, рассказала на своем сайте. Напоминаю, что ссылка будет в описании, а в своем рецепте я дам общие формальные рекомендации, которыми я пользуюсь, краткие рекомендации. За детальной информацией заходите ко мне на сайт. Итак, для легкого подслащивания можно взять 1 финик на порцию из 100 граммов орехов, а я буду использовать эритрит. Как я уже сказала, важно пересчитать количество лактазы на тот вид сахара, который используется, чтобы вкус не получился в лоб сладким, а он был приближен к природной молочной сладости. На порцию из 100 граммов орехов беру 7 граммов эритрита. Отправляю размокшие орехи в стакан стационарного блендера. Добавляю эритрит и маленькую щепотку соли. Вливаю к орехам 500 мл чистой холодной воды.
Измельчаю смесь на максимальной скорости. Орехи должны измельчиться максимально, насколько это возможно. Чем мощнее блендер, тем лучше и быстрее он смесь измельчит. Кстати, обычно я покупаю сразу 1 кг орехов. Так их можно купить дешевле, а храню я их в морозилке, чтобы они не прогоркли. Готовлю молоко небольшими порциями и хватает килограмма надолго. Очень удобно. Теперь нужно процедить молоко при помощи специального мешочка, либо при помощи марли в несколько слоев, но для меня удобнее всего это 2 слоя агроволокна. Переливаю молоко в ткань, заворачиваю и тщательно отжимаю. Посмотрите, даже по виду растительное кешью молоко похоже на коровье максимально. В напитки, каши и десерты оно идет очень классно, не добавляет лишний вкус, как это происходит с другими видами растительного молока, особенно с ароматизаторами. Ничто не отвлекает, нет ничего постороннего и на языке есть приятная легкая густота, но не излишне. И вот что осталось в ткани – жмых. Его еще называют акаром. Его можно добавить в утреннюю кашу, в тесто для блинов или оладий, добавить в кекс, печенье или даже в тесто для хлеба. Не выбрасывайте жмых, используйте вкусно. Молоко переливаю в стеклянную бутылку и отправляю в холодильник. Хранится оно 5-6 дней, так что такая вот порция на 100 граммов орехов – это как раз комфортно для меня на это время в кофе или каше. Идем дальше. Теперь я приготовлю растительное ореховое молоко быстрым читерским способом. Для него нужна всего лишь любая ореховая паста. Я сделаю комбинацию, у меня тут паста из кешью и немного фисташковой. Все ингредиенты, конечно же, есть в описании. Отправляю в стакан блендера воду. Для этого рецепта смело используйте и самый простой погружной блендер, он справится с задачей прекрасно. Добавляю эритрит и соль. Соль не обязательно, но она добавит вкусу молока объем. Отправляю в блендер ореховую пасту. Штука в том, что ореховая паста уже очень гладкая и хорошо измельчена. Потребуется только вжикнуть ее с водой, дело пары минут. Я специально вливаю сначала воду, так паста не залипнет на дне или стенках и хорошо смешается с водой. Готовое молоко переливаю в бутылку для хранения. И процеживать не нужно, ну круто же! Во время хранения растительное молоко расслаивается, это для него нормально. Нужно просто взболтать его перед употреблением. В промышленное молоко специально добавляют эмульгаторы и немного загустителей, чтобы молоко держалось. Это тоже можно сделать дома при помощи некоторых хитростей, но я называю это продвинутым уровнем. Я написала об этом детальнее у себя на сайте, чтобы не растягивать это видео. Так что переходите по ссылке из описания, если интересно. Если мое большое и насыщенное видео пришлось вам по душе, ставьте лайк под этим роликом и в комментариях напишите, какой способ вам нравится больше всего. Традиционный или ускоренный, какой для вас был бы более удобным или более удобный, если вы уже готовите ореховое молоко у себя дома. Также на моем канале есть рецепт соевого молока и молока из кокоса вместе с рекомендациями о том, как его безопасно и очень быстро открыть. Ссылки на эти рецепты я оставлю в описании под роликом, где будет вся информация, вся дополнительная информация для тех, кто хочет покопать глубже. А меня зовут Галина Артеменко, это канал Жизнь Вкусная. Подписывайтесь, если вы у меня впервые, и нажимайте на колокольчик, потому что дальше будет еще вкуснее.